Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такой выжигатель 2 в одном, пирограф Резак. Заказчик у нас это Альберт, и поедет этот выжигатель у нас в село Вавош, Удмуртская республика. Так, что у нас в комплекте, как всегда, это рисунки для нанесения на деревянную заготовку для выжигания пирографом, деревянная заготовка для пробы, точилка, карандаш, отвертка для затягивания перьев на пирографе. В комплекте также у нас здесь есть нехромовая проволока в виде спирали. Ее вытягиваете 70 сантиметров примерно и для резака используете. Вот. Также здесь у нас есть это наждачка для зачистки перьев на пирографе. 10 различных насадок, это перья для пирографа, латунные колодки запасные в комплекте и предохранитель пластик, а также наша визиточка. Так, в комплекте также в подарок идет вот такая лупа для выжигания при помощи энергии солнца, и в комплекте вот такой сетевой шнур 220 вольт подключается. И в подарок приятный такой сюрприз. Будете распаковывать и пробовать. Так, что у нас по характеристикам выжигателя? Выжигатель можно выжигать как пирографом, обычным классическим, да, и можно выжигать и резать резаком нехромовым, то есть при помощи раскаленной нехромовой проволоки длиной до 70 сантиметров. Вот. Присутствует у нас здесь регулировка плавная накала. Вот. Также имейте в виду, что здесь есть и включатель. Вот. Можно его не выключать, просто он здесь есть. Так, на передней панели у нас есть переключатель на пирограф, положение и резак. Индикаторная лампа сеть при включении она всегда светится, и индикаторная лампа защиты 70 градусов, она тоже при включении всегда светится. Если вдруг защита сработает до 70 градусов, да, здесь стоит рассчитанная защита на первичной обмотке. Вот, как только превышает на первичной обмотке превышает температура более 70 градусов, защита срабатывает и индикаторная лампа гаснет. Вот. При включении она всегда горит. Нужно это иметь в виду, то, что горит, это нормально. А тухнет только когда она срабатывает защита. Вот, как только сработает, если вдруг защита, минут через 15 она остынет немного, трансформатор, и заново включится. Вот, и лампа опять загорится, можно будет выжигать. Вот, но также здесь у нас есть на передней панели термометр электронный, на котором можно смотреть перегрев, то есть показывать температуру первичной обмотки, вот, которая в лаке. Можно за ним смотреть, за этим термометром, и не перегревать. Вот, в принципе, и все. Сбоку у нас по бокам наматывается провод для хранения, как слева, так и справа. Также у нас имеются вентиляционные решетки, как слева, так и справа. Вот. На задней панели у нас находится кулер, сетевой разъем, кнопка включения сети и предохранитель посередине. Отверточкой можно подковырнуть, и он у нас откроется отсек. Вот. Ну, в принципе, это на всякий случай. Так, сверху у нас имеется складная ручка для переноски. И на каждой ручке у нас имеется включатель. Включатель работы самого выжигателя. Как только вы повыжигали, да, не нужно куда-то тянуться к самому аппарату. На самой ручке выжигателя можно выключить, и аппарат отключится. Трансформатор отключится. Не будет нагреваться трансформатор, не будет нагреваться пирограф. То есть все это очень удобно. Вот. Как только у вас есть свободное время, да, вы не выжигаете несколько секунд, например, можно выключить пирограф, и остывает пока в это время и трансформатор, и само перо. Вот.
Следите за тем, чтобы на каждой ручке было в положении 0, когда выключено. Вот. Если вдруг на одной ручке будет включенный включатель, а на другой выключенный, вот, и при включении любого положения пирографа или резак у вас будет раскаляться сразу же нехромовая проволока, либо нехромовое перо. Вот. Были просто такие случаи, то, что звонили и говорили, то, что вот не работает. Оказывается, просто они забыли выключить на рукоятке включатель. Вот и все. Вот, включатель, рукоятка, он включает напрямую трансформатор, отключает. Вот, в принципе, все. Так, при работе на выжигателе, да, если вдруг сработает защита, кулер не отключается и не отключается термометр. То есть он продолжает остывать, охлаждаться кулером. Вот, в принципе, все. Вес примерно 5 килограмм, вес комплекта где-то около 6 килограмм. Сейчас мы его включим, проверим. Я его уже проверял вчера, и мне нужно было кое-что вырезать в пластике. И вот этим вот пером я именно в пластике отверстие и вырезал. Вот. Сейчас я видео тоже прикреплю это все, покажу, как это было. Вот. Примерно где-то с часок я, где-то полчаса, может быть, 30 минут примерно, вот, занимался с этим вот отверстием, вырезал, да, вот в пластике, и тестировал аппарат. В принципе, все нормально, аппарат показал себя, все нормально, без каких-либо нареканий. Вот. Никаких форс-мажоров не было, ничего не отключалось. Вот.
Сейчас тогда мы его еще и включим и проверим, как все это дело включается и работает. Включать в розетку желательно с заземляющими контактами. И желательно, чтобы заземление именно присутствовало, а не просто розетка с заземляющими контактами. Вот, если заземления нет у вас, то лучше его провести. Вот, корпус аппарата заземлен, вот, поэтому лучше использовать вилки и розетки с заземляющими контактами. Так, на вилке здесь написано вот буква L и N. Это у нас нейтраль и фаза. Лучше всего определить в розетке, где, например, да, у вас находится фаза и 0, и подписать их маркером. Желательно подключать правильно, потому что у нас на включателях идет 0, ну, для того, чтобы для безопасности, если вы вдруг прожьете, да, провод, для того, чтобы током не ударило. Вот здесь идет 0, а фаза идет на размыкание через включатели, вот, через защиту трансформатора. Вот, то есть она идет на размыкание. А 0 идет напрямую к трансформатору, вот через эти включателя. Вот, поэтому лучше подключать правильно. А если вдруг ошибетесь, ну, страшного ничего не произойдет. Вот. Единственное, что фаза будет идти через включатели, через ручки. Вот, а 0 будет напрямую, то есть идти через разрыв, через защиту от перегрева, вот, через включатель на задней панели, да, ну, то есть немножко наоборот будет. Но страшного ничего не будет, работать аппарат все равно будет. Вот. Так, подключили мы 220, включаем на задней панели тумблер. Вот, мы видим, заработал кулер, загорелись, засветились лампы индикаторные, сеть и защита 70 градусов. Включился термометр электронный, показывает 26,3 градуса. Вот. Сейчас мы переводим включатель на передней панели в положение пирограф. Нажимаем на рукоятки на клавишу, и перо раскалится. Вот слышим, дымочек пошел от пера. И мы видим, как перо раскаляется до красна. Можно сказать, даже до бела. Вот. Убавляя регулировочкой, мы видим, и гул трансформатора падает, снижается, и снижается накал. То есть плавная регулировка присутствует. Вот. Выжигать вот именно с таким накалом некомфортно, потому что он жгет дерево, даже загорается пламя, пиролизные газы загораются, вспыхивают. Вот, поэтому, ну, именно вот с белым красным накалом лучше, можно, например, что-то резать, либо дырявить, да, пластик, либо дерево. Вот. Все, проверили, аппарат, пирограф рабочий. Да, бывает еще такие случаи, после первого пуска, например, вы повыжигали какое-то время, а перо опять остыло, когда вы включаете, оно слабо разогревается. Бывают такие случаи. Мне тоже звонили или писали, вот, и говорили, вот почему-то у меня не раскаляется. Видимо, может какая-то поломка. Вот, просто это нужно подтянуть винт, держатель пера. Вот, потому что при нагревании, остывании там происходит расширение и сужение металла. Вот, и винт немножко нужно будет подтянуть, просто контакт слабый. Вот, это имейте в виду, если такое происходит. То есть можно будет немного подтянуть вот именно винты, которые держат перо нехромовое. Так, далее переводим мы положение резак, включатель. На кнопочке резака включаем клавишу.
И у нас проволока раскаляется. Мы видим до красна. Видим, что проволока раскалилась вся. Вот она вся красная. Термометр мы смотрим то, что поднимается температура 29,4, 29,5. Потому что у проволоки, именно у резака, нагрузка большая, проволока длинная. И температура немного больше, быстрее подниматься будет, чем у пирографа. Вот. Видим, также присутствует регулировка. Плавная регулировка тоже есть. Вот. Вот таким вот образом все это дело работает. Когда поработали, отключаем. Вот. Все, проволока остывает буквально секунд 10-15. Сразу не трогайте, потому что еще горячая. Нехромовая проволока диаметром 0,5. Нехромовое перо для пирографа, диаметр проволоки 0,8. Вот. Если вдруг где-то будете заказывать или покупать, имейте в виду то, что сюда вот отрезок нужен будет примерно не менее 4 сантиметров проволоки. Сюда нужен 70 сантиметров отрезок. Вот. Можно покупать в спирали, если где-то найдете в магазинах бытовой, для бытовых запчастей. Для запчастей бытовых приборов. Вот. Продаются спирали. Если не найдете где-то у себя поблизости в городе, в магазинах, я вам скину ссылочки, где можно будет это купить. То есть внизу под видео будут номера телефонов и адреса, где можно будет заказать у производителя нехромовую проволоку в любых количествах, любых диаметров. Вот, присылают по почте, то есть любыми транспортными компаниями, метражом. Вот. Сколько вам метров надо, заказывайте, они вам присылают. Так, в принципе, все, мы его проверили. Сейчас я его пакую, и доставка у нас будет Почтой России, как и договаривались, так как заказчик у нас Альберт живет в селе, поэтому отправлять будем ему в село Вовож по почте. Вот. У него нет возможности забрать быстро из где-то в городе службы доставки СДЭК. Вот, поэтому мы доставлять будем ему Почтой России. Температура, смотрим, у нас 37. Вот, сейчас снижается, так как пирограф выключен, резак выключен. И термометр показывает, что у нас трансформатор кулером остужается, и температура постепенно падает. Так, все работает. Переключаем положение 0, нейтральное. Отключаем на задней панели клавишу. Вот, все. На этом заканчивать будем видео. Вот, подписывайтесь на наш канал. Кому понравился выжигатель, ставим лайк. Кому не понравился, ставим дизлайк. Пишите в комментарии все, что вы думаете об этом выжигателе. Хотели бы вы себе такой выжигатель. Вот. Все, что вам хочется обсудить по этому выжигателю или спросить какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео. Всем отвечаю. Также я делаю на заказ контактные сварочные аппараты, машины контактной сварки. Можете перейти на мой канал, посмотреть. Заказы делаю, то есть отправляю по всей России. Номер телефона я прикреплю здесь внизу под видео. И в видеоролике тоже номер телефона будет. Вот. Контакты мои все тоже будут под видео в описании. Подписаны на нашу группу ВКонтакте, постоянная группа. То есть все заказы, которые мы отправляем, снимаем видео, скидываем и в нашу группу, в ленту новостей, на наш канал, сюда в YouTube, вот, и на другие наши резервные каналы, так как YouTube могут заблокировать у нас в России. Поэтому я резервные каналы создал на Рутюб и на Яндекс.Дзен. Также есть Telegram. Вот, переходите, подписывайтесь. Все ссылочки будут внизу в описании под видео. Все, всем пока, до новых встреч.